Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 20 ноября. В этом видео поговорим, друзья, о церковном календаре, уделим внимание народному календарю, поговорим о иконе Божьей Матери, которую чествуют в этот день, ну и, конечно, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Друзья, далее все более подробно. 20 ноября Православная Церковь отмечает память святого Феодота Анкирского, корочемника и мученика, а также сегодня чтят память иконы Божьей Матери, которая называется «Взыграние». Феодот Анкирский – это пример преданности и силы веры. Он стал мучеником из-за своей непоколебимой веры в Иисуса Христа в период гонений на христиан со стороны язычников. Даже столкнувшись с гонениями, он не отрекся от своей веры, что привело к его мученической смерти. В мирской жизни он был обычным человеком, женатым и даже владельцем гостиницы. Он довольно поздно обратился к вере и решил посвятить свою жизнь служению христианскому обществу. Во времена голода он открыл свою гостиницу для помощи нуждающимся и стал преследуемым за свое бесстрашие, так как тела убитых христиан он забирал и хоронил по всем канонам. Его преданность и сострадание делают его примером для верующих и по сей день. Также в этот день, 20 ноября, Православная Церковь отмечает праздник, посвященный чудотворной иконе Божьей Матери с младенцем, которая называется «Взыграние». По легенде, эта икона появилась в Николо-Угрешском монастыре в 1795 году, в котором она находилась аж до революции 1917 года. После Октябрьской революции 17 года лик, к сожалению, был утерян, и почти 100 лет не было информации о его нахождении. И только в 2003 году монастырь посетила женщина, которая преподнесла в дар икону, которая была точной копией оригинальной иконы. Через некоторое время прихожане и священники убедились в оригинальности лика, так как рядом с иконой действительно начали происходить чудеса. На иконе Божьей Матери с младенцем «Взыграние» присутствует изображение Девы Марии, которая держит на своих руках маленького Иисуса Христа. Младенец сильно запрокинул собственную голову, из-за чего его щека касается щеки матери. Согласно христианским традициям, присутствующим на иконе образ символизирует важность материнства. И вы знаете, иконе Божьей Матери с младенцем «Взыграние» принято молиться беременным женщинам об избавлении от сложных или тяжелых родов. Помимо этого, перед иконой могут молиться молодые мамы, которые хотят дать своему ребенку правильное воспитание. На Руси же 20 ноября считали днем торжества материнской любви. Считается, что все, о чем думает беременная женщина в этот день, обязательно отразится на ее ребенке. Поэтому считалось, что в этот день, 20 ноября, женщинам, которые ждут ребенка, не стоит ругаться, а стоит больше времени проводить в молитве. Что же касательно народного календаря, то в этот день, 20 ноября, в этот день прозвали День Федота, Федотовым днем, Федот ледостав, потому что в это время на реках и озерах уже появлялся лед. Также еще этот праздник назвали как Федот Корочемник или Зимородок. В былые времена своим покровителем святого Феодота считали и рукодельницы. В праздничный день обязательно пряли, ткали, шили, молясь святителю, чтобы он помогал в труде. Наши предки говорили, что если Федотов день на дорогах можно было увидеть сильный гололед, то в скором времени придут настоящие морозы. Отмечалось, если домашняя птица в это время начала нервничать и прятать голову под крыло, то значит надвигаются заморозки.
Также 20 ноября в нашей культуре имеет особое значение, которое было связано с природными явлениями и древними обычаями. Этот день часто называли, как мы уже сказали раньше, День Федота или Федот-ледостав в связи с формированием льда на водоемах. Это явление несло большое значение для рыбаков, поскольку после этого дня, после 20 ноября, лед уже окончательно замерзает, позволяя им отправиться на промысел. Даже народная поговорка есть, что Федот лед на лед ведет. Говорит о крепости этого льда, который остается неподвижным аж до самой весны. Вместе с формированием льда на реках возникает также гололед на дорогах, что представляло опасность для путешественников. Эти природные явления говорили и о приближении зимы, и о важности подготовки к суровым условиям. В этот день также было распространено одно любопытное поверье, согласно которому взрослые загадывали детям загадки про лед, что добавляло элемент игривости к обычаям. Особую роль в этот день играл также для крестьянских женщин, которые начинали прясть в это время. Часто женщины того времени молились святому Федоту, так как считали его покровителем женского рукоделия. Их молитвы направлялись на благословение и удачу в обрядах прядения и ткачества. Таким образом, Федотов день представлял собой важный момент в повседневной жизни наших предков, связанных с природными явлениями и с традициями рукоделия. Это древние обычаи и традиции передавались из поколения в поколение, отражая глубокое понимание и уважение к природе и к ее циклам. В день Федота, 20 ноября, наши предки старались прикормить зимних птичек. В кормушки насыпали еду воробьям, синичкам, щеглам и свиристелям. Если в праздник зимородок летает, значит наступила зима и установился санный путь. Также с этого дня можно смело было преодолевать водоемы, лед на них застывает крепким слоем. Водяные болотники, русалки впадают в спячку, поэтому тревожить путников точно не будут. Единственное, нужно остерегаться проруби и полыни. Также в Федотов день гадали у проруби, и рядом с ней от огарка свечи делали круг, в нем клали коровью или конскую шкуру, садились и ждали, когда попадут знак водные духи. Их можно спросить было о будущем, а также задать какой-то очень важный вопрос, который беспокоил. Также в праздник 20 ноября наши предки занимались творчеством, прибирались в доме и, конечно же, стирали. Ну а беременные женщины должны вести себя были скромно, доброжелательно, чтобы родить легко. Беременным в этот день нужно было думать только о хорошем, чтобы ребенок родился счастливым. Рыбачить же в день Федота ледостава можно было только с берега. При этом продавать свой улов рыбаки не решались. Считалось, что так можно было спугнуть удачу, и зимой поймать много рыбы в таком случае не удастся. А как вы знаете, в те былые времена рыба имела для наших предков очень важное значение. Конечно же, свои народные приметы существовали в этот день и для женщин. В этот день они старались вести себя доброжелательно и скромно. Особенно благочестивыми следовало быть беременным. Верили, что тогда роды пройдут легко. А если и помыслы беременной будут чистыми, то ребенок ее станет добрым да послушным. Конечно же, действовать сегодня, судя по народным приметам, стоило смело и решительно, даже если такое поведение вам не присуще. Только так вам удастся достичь желаемого. Ну а если сомневаться, мяться, с надеждой на исполнение задуманного, можно только попрощаться. Птиц в этот день нельзя было обижать, ругать или бросать в них камнями или палками. В народе говорили, что это принесет большие несчастья. Вообще сегодня лучше забыть про ругань, конфликты, ссоры, иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем. Конечно же, в этот день наши предки уделяли внимание народным приметам касательно природы. Дело в том, что состояние льда и снега в этот день, 20 ноября, указывал на будущий урожай.
Если лед на реке стоит грудками, а на дорогах много снежных комочков, значит летом будет хороший урожай хлеба. Также наши предки считали, что если снег облепил стены дома, то это к скудному урожаю. Но если снег забился в зазоры дома, то к хорошему урожаю. Галки с воронами кричат: снегопад скоро начнется. Куры сели на насест, это к морозам. Куры сидят высоко, к сильным холодам. Много туч с севера, резко похолодает. А если щедрый снег в этот день, 20 ноября, зимой будет снежно. Снегопад пошел к большим разливам весной. Ну а если кричат петухи в этот день, это к потеплению. Именинниками этого дня, 20 ноября, считались Александр, Алексей, Антонин, Богдан, Валерий, Вениамин, Григорий, Иларион, Лазарь, Максимиан, Михаил, Никон, Федор, Федот и Федул. Если в вашем окружении есть люди с такими именами, обязательно их поздравьте с именинами, пожелайте всего самого-самого наилучшего. И по мнению наших предков, рожденные в этот день, 20 ноября, люди обладали огромным трудолюбием. Из достоинств людей это то, что благодаря наличию большого трудолюбия, рожденные в этот день люди могли добиться любых высот. Правда, у таких людей были и недостатки. Это то, что довольно часто, увлекшись работой, люди, рожденные в этот день, 20 ноября, забывали об окружающих. Но если вам довелось родиться в этот день, 20 ноября, то вы отличаетесь повышенной работоспособностью и выносливостью. Вашим оберегом считается голубой топаз. Как вы знаете, это камень, который способный немного пригасить вашу неуемную энергию и направить ее, что немаловажно, в правильное русло. Ну а сны, приснившиеся в ночь с 19 на 20 ноября, должны продемонстрировать вам, насколько активно ваше подсознание в данный момент. Поэтому сны следует понимать с точностью до наоборот. Поэтому если в ночь вам приснилось с 19 на 20 ноября, приснилось что-то неприятное или даже это был плохой сон, значит ваше подсознание активно работает, избавляясь тем самым от накопившегося негатива. Приятные сны, увиденные в ночь с 19 на 20 ноября, не должны радовать особо. Во-первых, как правило, они пустые, ну а во-вторых, значит, вы не убирали в ту ночь. Правда, есть и третий, более редкий вариант. Ваши внутренние силы в полном порядке и в дополнительной прокачке, как говорится, не нуждаются. Сны на эту ночь несут не только избавление от негатива, но и физическое исцеление. Считается, что если сохранять душевный покой и равновесие в течение всего дня, можно избавиться от болезни, которая связана с вашим внутренним каким-то напряжением. Далее давайте поговорим о том, что же нельзя делать в этот день, 20 ноября. При народные приметы и народный календарь всегда говорил о том, что же нельзя было делать в этот день, 20 ноября, чтобы не притянуть в свою жизнь беды, неприятности и горести. Итак, в этот день нельзя проявлять неуверенность и нерешительность, которые мешают реализации задуманного. Надо собраться с мыслями, избавиться от всех сомнений и начать действовать, поскольку пассивность может только вам навредить. Также 20 ноября идеальное время для тех, кто из-за своих фобий откладывал все важное на потом. Сейчас все обязательно получится, главное вам начать. Народные приметы запрещают в день Федота ледостава рыбакам сегодняшний улов продавать. Из рыбы надо приготовить разные блюда и угостить ими обязательно гостей, которые было принято приглашать на ужин. После того, как все будет съедено, косточки необходимо собрать все вместе и кинуть в снег. Если в этот день нет снега, надо дождаться ближайшего снегопада. Считается, что такой ритуал в следующий раз рыбаку поможет поймать еще больше рыбы. Не стоит женщинам 20 ноября забывать и о рукоделии, так как все, что будет изготовлено в этот день, будет прочным, красивым, а также защитит от бед и невзгод тех, кто станет эти вещи носить. Так, беременные рукодельницы одежду, связанную или шитую 20 ноября, могут подарить женщине, которая никак не может зачать ребенка, чтобы она поскорее стала матерью. Беременные
беременна в день Федота ледостава, нельзя было думать о плохом, иначе весь негатив перейдет на ребенка, а роды пройдут тяжело. 20 ноября будущей маму нужно как можно больше молиться и находиться в позитивном настроении. Тогда малыш будет здоровым и счастливым. Кроме того, в этот день беременным нельзя лодорничать, иначе малыш вырастет бездельником. Также не забывайте, что 20 ноября нельзя гонять птиц. Их наоборот надо покормить. Тогда за вашу доброту и милосердие считается, что Федот одарит счастьем и достатком. Также не забудьте возле своего дома повесить кормушку и не забывайте ее наполнять. То в семье считается будет любовь, взаимопонимание и уважение. Девочки и мальчики, вот такой у нас с вами день, 20 ноября, по народным приметам и по церковному календарю. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно подписывайтесь на канал Эзотерика для тебя, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Обязательно выбирайте то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.